Итак, друзья, пришло время поговорить про геймплей после обновления 5.4.0. Я долго откладывал запись этого ролика, потому что на протяжении всей недели после обновления не был уверен в своих впечатлениях от обновленного игрового процесса, потому что изо дня в день мое мнение о нем кардинально менялось. Где-то он мне нравился, где-то совершенно не нравился, где-то я с него прям горел, а где-то просто наслаждался им. И всякий раз ситуация отличалась друг от друга, причем так кардинально. Но спустя неделю игры на фри-то-плейном аккаунте, на основном донатном аккаунте, на ПК, на консоли, я думаю, что смог наконец-таки прийти к какому-то общему знаменателю в плане своего впечатления, каких-то своих эмоций, ну и общего вердикта по всему тому, что Konami выкатили и мы успели получить после обновления 5.4.0. Геймплей — тема не безинтересная, поэтому в комментариях под этим роликом также буду рад узнать ваше мнение. Апрельское глобальное обновление уже здесь, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Стоит начать с того, что, как и всегда в подобных ситуациях, нельзя сказать наверняка, стал ли геймплей сильно лучше или же стал сильно хуже. Можно определенно сказать, что в некоторых аспектах он стал поинтереснее, поувлекательнее, тогда как другие аспекты начали вызывать отдельную жопоболь, что называется. И после обновления изменились в худшую сторону, поэтому определяем, что геймплей в принципе, как и всегда, играбельный, в каком-то смысле интересный, но в то же время он имеет моменты, которые стали сильно лучше, и также имеет моменты, которые стали чуть-чуть похуже, либо стали еще хуже после этого обновления. Ну и, конечно же, центральная тема обновленного игрового процесса — это новый дриблинг и новая игра в защите. Как вы все наверняка уже успели заметить, прочувствовать, причем это не совсем возможно заметно по кадрам игрового процесса, но по ощущениям, когда вы сами берете геймпад в руки или кладете свои пальцы на клавиши, это в принципе ощущается, что футболисты стали чувствоваться совсем по-другому, причем от мала до велика. И невысокие модельки, и рослые модельки, все они начали чувствоваться чуть-чуть пободрее. Благодаря чему такие игроки, как Ямаль, Месси, Неймар и прочие подобные невысокие, но техничные игроки после обновления стали чувствоваться намного приятнее, и импакт от их движения на поле стал еще более ощутимым, нежели это было до обновления. Тогда как игроки куда более рослые, наподобие Златана, стали ощущаться чуть-чуть поживее, чуть-чуть попластичнее. Потому что моя самая главная проблема со Златаном была в том, что при наличии неплохих цифр дриблинга, контроля, удержания, все равно с ним было как-то тяжеловато водиться с мячом. Как бы да, принимаем во внимание все его габариты, но все равно цифры-то у него имелись, но они не чувствовались. Сейчас же ситуация обратная, и водиться с мячом, как-то вот двигаться с мячом за того же Златана стало намного более удобно, как-то покомфортнее, что ли. На фоне всех этих обновлений также претерпело изменения и движения футболистов, причем это касается как игроков атакующих, так и игроков обороняющихся и даже вратарей. Касаемо последних, они стали по возможности самостоятельно выбегать из ворот, причем вне зависимости от стиля, будь то у вас обороняющийся Петер Шмейхель на воротах, или же атакующий Эдвин ван дер Сар или последняя версия Джанлуиджи Буффона. Как только вы выбегаете на ворота соперника, в любом случае голкипер сделает небольшое движение в сторону нападающего, что позволит немножко нивелировать вот это вот расстояние, и если вы самостоятельно решите продолжить это движение, это поможет застать соперника врасплох. Самое главное, что изменилось в движении, это поведение фланговых нападающих и в целом поведение атакующих игроков. Во-первых, стали двигаться по-иному лисы у ворот и отвлекающие нападающие. Они стали более охотно бежать
выезжать на ворота, стали более охотно открываться, предлагаться впереди, тогда как и лисы, и отвлекающие до этого обновления перед воротами ощущали себя слегка пассивно. Да, в какой-то момент они могли резко предложить себя, но, как правило, в такие моменты ты либо не успевал отдать передачу на них, либо не успевал их толком заметить. Теперь же они куда более активно предлагаются под передачи. Слегка оживилась игра через фланги, то есть за неделю геймплея я не заметил, чтобы все поголовно перешли на схемы с фланговыми нападающими, но даже несмотря на это, игра через фланги стала строиться намного чаще. В принципе, она никуда не девалась, даже при предыдущем геймплее, но раньше это было слегка вымучено, потому что там были либо оттянутые форварды, либо и вовсе центральные нападающие, которые по итогу в любом из вариантов скатывались к игре на фланге. Теперь же, даже без вашего участия, ИИшка пытается активно предлагаться на фланге, даже если вы играете с условными оттянутыми нападающими по краям, что на самом деле тоже круто. Но в то же время возвращает нас к эпохе навеса дрочеров, которые снова активизировались новой силой. Что мне не понравилось в обновленном геймплее, так это пасы. Пасы всегда были элементом тайминга. Ты либо в него попадаешь, либо не попадаешь. Особенно если ты перепасовываешься рядом с соперником. Но складывается впечатление, что после обновления пасы сделали еще более рандомными. И теперь даже игрок с высокими пасами не гарантирует, что твоя передача сможет пройти. Причем вне зависимости от дистанции передачи, будь то какая-то дальняя передача, либо перепасовываясь между собой при небольших расстояниях. И не дай бог, вы попытаетесь отдать передачу за игрока, у которого пасы находятся в желтой зоне, или еле-еле дотягиваются до зеленой зоны, то, скорее всего, с высокой долей вероятности этот пас будет запоротым. Как бы мы все с вами понимаем, что если у игрока слабоватые пасы, они находятся в желтой зоне, то как бы у него точность меньше, пасы, возможно, не всегда будут проходить, но когда у таких игроков не проходят передачи вот вблизи от своего партнера, когда он не на дальнюю дистанцию пытается отдать, а вот просто рядом с собой, перед собой пытается сделать эту передачу, и она просто не проходит, она сразу же перехватывается намертво, ну, это выглядит прям чересчур странно, если честно. Как будто бы подобные игроки вообще не умеют пасоваться. То есть, как будто бы желтые цифры пасов — это вот сродни красным цифрам, когда вообще никакие передачи не умеют делать. Ну, это прям, глупость какая-то, если честно. Ну и еще один неоднозначный момент — это игра в обороне. Если что-то улучшается, что-то должно и ухудшаться. Как бы защита не то чтобы прям сильно ухудшилась, в каком-то смысле ее даже дополнили, для нее добавили новые анимации, и теперь даже не обязательно прям как-то конкретно финтиться, чтобы заставить соперника упасть на жопу. То есть правильно поймать тайминг, сместившись в другую сторону, и у защитника проиграется анимация, как он не успевает и падает на поле. То есть как бы изощряться не приходится. Но в то же время под новый дриблинг защиту слегка упростили в плохом смысле. Это, конечно, можно назвать более ручным управлением, но не вся защита играет только под вашим управлением, потому что также немаловажно поведение защитников и под управлением ИИшки, ибо вы не всегда можете за кем-то успевать, но ИИшка, находясь рядом с соперником, на которого может пойти передача, или который рядом с мячом находится, ИИшка раньше могла, чуть-чуть вам подсобить. Теперь же такого происходит намного меньше, и иногда дело доходит до абсурда, когда, находясь рядом с соперником, который находится с мячом, если ты не переключаешься на этого защитника, он вообще никак не мешает ему проходить через него. Как бы понятное дело, что ты должен сам это все делать, и я с этим не спорю. Но все равно складывается впечатление, что защита стала слегка туповата после этого обновления. Я бы не сказал, что прям как-то тяжело стало обороняться, просто полагаться на защиту стало еще более бесполезно, что называется, все сам. Но опять же, повторюсь, этот момент крайне щепетильный, потому что мы должны разграничивать момент между автоматической игрой, когда за тебя делает все ИИшка, и вот тот самый момент, когда ты сам пытаешься, играешь, переключаешься, и в некоторых ситуациях, где ты действительно не успеваешь, ИИшка может тебе чуть-чуть подсобить, просто тем, что подвинул защитника чуть-чуть правее, левее в сторону соперника, пока ты этого не видел.
пока не успевал там переключиться и так далее. И вот эти вот моменты, они были упрощены, и защита стала менее эффективной в этом плане, что, опять же, благоприятно способствует дриблингу. Но я замечал мнение о том, что это как бы вынужденная мера, чтобы что-то чувствовалось более эффективным, обновленным, в то же время нужно что-то похерить. И я так понимаю, что в угоду новому дриблингу чуть-чуть похерили защиту. Поэтому, я думаю, будет неудивительно, если в каком-то из ближайших глобальных обновлений по геймплею Konami будут хвалиться тем, что они усовершенствовали защиту. В общем, поживем-увидим. Общий же мой такой вот субъективный вердикт по обновленному геймплею, он мне скорее понравился, нежели не понравился. Как я и говорил в начале этого ролика, я пытался максимально его опробовать. То есть я играл не только своим донатным составом, где более-менее добротные цифры, но также я играл и составами послабее. И против искусственного интеллекта в той же самой Мастер-лиге. То есть играл не только против реальных людей, но и против ИИшки на обновленном геймплее. И стоит признаться, что играя теми же самыми ГПшными игроками, даже хоть против ИИшки, играя более слабыми составами, играть действительно тяжело, потому что с теми же самыми пасами нередко ошибаются, и в защите чуть больше проходной двор, и как бы много моментов, где нужно играть еще более осторожно и еще более сконцентрированно, что ли. Складывается впечатление, что игра вот активно подгоняет тебя к автоматизированному игровому процессу. Типа, ну давай, включи автоматические финты, ну ты же хочешь. Ну давай, включи умную помощь, ну ты же не успеваешь, ты же не тянешь и так далее. Поэтому, как и всегда, где-то сделали чуть-чуть поприятнее, как в случае с атакующими игроками, с невысокими модельками, с техничными футболистами, но в то же время где-то сделали и чуть-чуть похуже, как в случае с защитниками, их анимациями, их движениями, их таймингами и так далее. Ну а какое мнение у вас, дорогие друзья, буду рад прочитать в комментариях под этим роликом.